Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем вязать очень простой, но тем не менее красивый узор крючком. Вязать буду из шнурочка Карамель Бэби 2 мм, цвет алоэ, крючком номер 3. Приступаем. Итак, набирать буду не обычным способом воздушные петли, а эластичный набор петель. Я пользуюсь этим способом, когда я вяжу коврики, когда вяжете изделие, тогда край изделия получается очень красивым, не стянутым. У меня на канале есть подробное видео, для чего его использовать, как подробно вязать этим способом. Ссылочку оставлю в описании. Итак, мы оставляем небольшой хвостик, так как мы вяжем образец. Ну, допустим, я оставлю где-то около 30 сантиметров, мне этого хватит. Смотрите, внизу у меня хвостик, вот в эту сторону, над этим пальчиком у меня основная нить. Заводим крючок и провязали первую петельку. Да? Далее вот этот хвостик внизу мы накидываем на крючок и основной нитью просто провязываем петли. Хвостик накидываем, провязываем, накидываем, провязываем, накинули, провязали, накинули, провязали. Набираем таким способом необходимое количество петель. Здесь без разницы, четное, нечетное количество. То есть я сейчас наберу и скажу, сколько у меня петелек. Смотрите, набрали таким способом 25 петель. И последнюю петлю подъема, да, я набираю просто обычным способом. Вот у меня воздушная петля. И далее. Вот хвостик оставшийся. Смотрите, вот у нас вот такая косичка получается. И сразу в первую, вот, захватывая в первую косичку, да, мы провязываем сначала столбик без накида. Провязали. Потом, захватывая вот таким вот образом, это мы уже вяжем новый узор, захватывая вот эту петельку провязанную, идем в следующую. 3 петли на крючке, мы их провязываем вместе. Снова захватываем, ввязываем хвостик. Провязали. Чем-то напоминает узор паркет или елочка, но немножко другой узор. Вот таким образом, все время захватывая вот эту петельку провязанную, когда у нас 3 петли на крючке, все вместе провязываем. Узор очень простой, но эффектный. И я вам покажу потом, как отличается вот эластичный набор петель, как у нас красиво будет край нашего изделия. Вяжем до конца первый ряд. Я покажу, как перейти на второй ряд и как вязать далее ряды. Напомню, узор очень простой. Вяжем до конца первый ряд. Итак, нам осталось провязать последние 2 петельки. Как всегда, захватываем провязанную петлю, вытянули, провязали. И вот у меня последняя петелька. Вытянули, провязали. Делаем воздушную петельку, разворачиваем наше вязание. Следующий ряд и все последующие ряды мы будем вязать данный узор. Вот эта петля подъема, вот это наша косичка. Да, смотрите, как красиво выглядит она. Вот, нам нужна именно верхняя косичка. Видите, если вот так взять изделие, здесь тоже есть косичка. Нет, только верхняя, и нам нужна будет только задняя полупетля.
Вот таким образом вытянули, провязали первую петельку, а все последующие петельки, опять же, захватывая провязанную и только за заднюю полупетлю. Захватываем провязанную петлю и за заднюю полупетлю. Вяжем второй ряд. Не переключайтесь, покажу, как второй и последующие ряды провязывается последняя петелька. И покажу снова, как перейти на новый ряд. Очень красивый получается узор для одежды, для ковра, для шарфика, шапочки, чего угодно. Вяжем до конца второй ряд. Итак, смотрите, второй ряд довязываем, остается у нас последняя петля. Захватываем провязанную петельку и последнюю мы провязываем за обе косички. Тогда у нас будет ровный красивый край изделия. Провязали, опять же, воздушная петелька, переходим на новый ряд. Петлю подъема пропускаем, за заднюю полупетлю провязываем первый столбик. Далее, захватывая провязанный столбик, опять же идем и вяжем за заднюю полупетлю. Все последующие ряды вяжутся точно так же за заднюю полупетельку, и последняя петля провязывается полностью за всю петельку. Еще раз сейчас довяжу, покажу. То есть все последующие ряды мы повторяем, вяжем точно так же. Сейчас буду довязывать третий ряд, еще раз покажу последнюю петлю и переход на новый ряд. Итак, довязываем третий ряд. Смотрите, предпоследняя петелька за заднюю полупетлю. И последняя петелька у нас остается, мы ее провязываем полностью. Обязательно захватывается полностью, чтобы был красивый край изделия. Провязали, воздушная петля. И переходим на новый ряд. Снова за заднюю полупетлю провязываем первую петельку, захватываем провязанную и далее по прямой за заднюю полупетлю. Все делаем так же, как я вам показала. Я, когда свяжу образец, покажу вам, как выглядит узор. Итак, я связала образец. Смотрите, как красиво выглядит узор. Он двусторонний, что с одной, что с другой стороны. Вот как он выглядит. Вот какие красивые петельки, какие красивые косички. И так, где я закончила вязать? Вот здесь я закончила. Да, смотрите, какая косичка, верхний край, и такая же косичка, нижний край. Вот чем отличается эластичный набор петель. То есть, если вы хотите, чтобы ваше полотно одинаково красиво выглядело с одной и с другой стороны, набирайте таким способом. Видите, сверху косичка, снизу косичка. Край внизу не стянут, а точно такой, как сверху. У меня есть подробное видео, опять же, оставлю в описании. Как набирать. Я даже таким способом набираю, когда вяжу донышко для сумок. То есть, если вы из центра вяжете овал. Поэтому, если полезен был мой видеоурок, мой мастер-класс по вязанию вот такого легкого, красивого узора, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Всем пока-пока.